Приветствую, дорогие друзья! Очень рад новой встрече с вами в обозрении автомобиля Havail H6 третьего поколения, комплектация топ. Сегодня расскажу о руле как можно больше. И традиционно, прежде чем перейти к основной теме, хотел бы коротко рассмотреть новости, которые произошли. На днях в Киеве представили линейку из 3 новых автомобилей Havail. Те автомобили, которые являются новинками и будут в этом уже текущем году завезены и продаваться. Это автомобиль Dago, более проходимая машина, автомобиль H6 с уклоном в спортивную тематику и также автомобиль H6 с гибридной силовой установкой. По поводу Dago и гибридного автомобиля есть полная информация, включая цены. Что же касается автомобиля спортивной версии, то он еще окончательно не представлен. Комплектация еще на заводе дорабатывается. Могу предположить, что двигатель и трансмиссия останутся такими же, просто будут изменены настройки. Скорее всего, отличия будут только во внешнем дизайне, а также в отделке салона. В Китае эта версия идет со спортивными сиденьями, ковшами. Здесь же пытливый взгляд различил обычные спинки. Но, видимо, модель еще в доработке, и поэтому нельзя наверняка утверждать, что будет так. Очень сильно эта картина напоминает картину Васнецова «Три богатыря», или же скорее «Кони 3 богатырей», черный, белый и рыжий. Либо же группу Viagra, да, черненькая, беленькая, рыженькая. Руль, наверное, это та часть автомобиля, с которой водитель контактирует больше всего. Ну, кроме педалей, естественно. Потому что наши руки всегда на руле. И, видимо, эта часть должна быть продумана вообще максимально так, чтобы нравиться водителю и быть функциональной. Наш руль однозначно можно назвать красивым и стильным. Материалы, из которых выполнен руль, сделаны тоже добротно и качественно. Серый пластик, красивого дизайна кнопки. Кнопки нажимаются легко, сразу же идет отдача. Кроме этого, нажатие само оставляет приятное ощущение. Отделка осуществлена из, скорее всего, эко-кожи. Это не та кожа, которая находится на обивке сидений. По структуре она чуть-чуть не такая. Но в то же время сложно угадать, это натуральная кожа, либо же эко-кожа. В спецификации указано, что эко, но очень сильно похожа на натуральную. Строчка выполнена ровно везде. И вот эти места, очень многие производители страдают, то здесь швы идеальные, идеально ровные. Также, если заглянуть вовнутрь, то все прилегает очень четко, нет лишних зазоров, ничего не торчит. Сзади находятся подрулевые лепестки передач. На самом деле не могу представить, зачем они нужны, кроме того, как сделать тест 0-100. Потому что даже если предположить, что вы застреете в снегу, либо в песке, либо в грязи, есть же у нас режимы: песок, грязь, снег. Благодаря ним машина сама найдет нужную передачу и вывезет вас. У автомобиля второй генерации в этом месте можно было разместить пакетик с картошкой фри из Макдональдса. В данном случае я проверял, здесь не становится. Такая недоработка. Надо будет что-нибудь примерить, что сюда может подойти. Ладно, это юмор. Руль, кроме этого, имеем название бренда. В общем, мало кто может спорить с тем, что руль выполнен действительно стильно и качественно. Хочется ехать далеко и быть с ним долго. Функционал кнопок. Звонок телефонный, если у вас подключен телефон через Bluetooth. Вызов голосового помощника Siri либо Google Assistant.
кнопка увеличения громкости и уменьшения, переброс треков, память, выключение звука. Здесь кнопка «Домой», «Возврат», ну и также перебросы по меню. И эту кнопку можно программировать. Я, например, запрограммировал на отключение реакционного дисплея. Можно ее запрограммировать на нагрев руля. Кстати, нагрев руля здесь присутствует. Очень приятная такая опция зимняя. Прям радует. И обогрев осуществляется, ну, по крайней мере, вот по всей вот этой вот поверхности. То есть не только здесь, где ты держишь, а вот как минимум вот эта вот вся поверхность обогревается. Здесь по кнопкам все достаточно понятно, только лишь можно сделать акцент на двух кнопках. Не сразу все это находят. Кнопка нажатия «Домой» при длительном нажатии она переводит экран в такой режим. Он как бы не выключается, есть спидометр, есть обороты двигателя, но больше ничего не присутствует. Так же самое возвращаем назад. Для того, чтобы перейти между меню, мы используем, видите, внизу побежала полосочка. Но чтобы получить расширенную версию, не сильно долгим нажатием мы попадаем еще в одно меню, вверху появились иконки, и также можем выбирать и назначать те или иные окна. Здесь же мы можем сбросить данные о пробеге, и здесь же ограничение скорости находится. Но это так, если кто вдруг сразу не разобрался, то в инструкции тоже об этом ничего нету. Кнопка «Возврат». Я себе выставляю здесь давление в шинах. Мне интересно, актуально, потому что с количеством потребляемого топлива все более-менее понятно. Оно находится в пределах от 8 до 14 литров в моем случае. И сюда выставляю, так удобнее смотреть на то количество километров, которое осталось до пустого бака. За самим рулем традиционно находятся переключения режимов дворника, поворотники, свет, все, что необходимо. А также здесь с этой стороны ручка, которая отвечает за управление круиз-контролем. Руль двигается в двух направлениях. В нашем случае во всех комплектациях. Рычажок здесь находится не электронный, рычажок механический, вперед-назад, вверх-вниз. Вот такой вылет руля я встречал во многих автомобилях. В частности, можно сравнить с Hyundai, с, например, Volvo, скорее всего, Mazda, если честно не помню, Renault. Но есть некоторые автомобили, у которых вылет руля может быть больше. То есть диапазон движения в этой плоскости он гораздо больше. И это на самом деле хорошо, что есть возможность больше. И плохо, что нет возможности у нас. Объясню почему. Ну, исключительно на моем примере. Когда я сел и разместился в кресле, выставил длину таким образом, чтобы мне было комфортно и ноги не поджимались, в таком случае я слегка не достаю. Мне как бы по правилам не хватает вот буквально 5 сантиметров. Если вы хотите проверить правильное положение руля, по идее нужно вытянуть руку вперед, и в области запястья у вас должна находиться верхняя часть руля. Мне для этого нужно тянуться вниз, вперед. И есть постоянное ощущение того, что ты тянешься за рулем, либо же если сдвинуть вперед сидушку, то будут страдать ноги. Ну, возможно, это касается только моей комплекции. Но есть такой момент, потому что когда ты входишь в поворот в 90 градусов, хочется, чтобы руль был ближе. По большому счету, у меня и в прошлой машине была такая история, во многих машинах. Я только лишь в двух заметил, где руль можно подвинуть поближе. Это был Citroën, ну, скорее всего, и Peugeot, потому что они одинаковые в этом смысле. И у Toyota RAV4. Что касается эргономики, кнопок, вроде бы как обсудили. Давайте поедем, наверное, уже. То есть уже я объяснил, почему
мне хотелось бы руль иметь поближе. Сегодня чудесный солнечный день. Было желание помыть машину, но мойки все настолько забиты, что это сделать невозможно. Уже месяц не мыл, и после покраски не рекомендуется мыть. Лучше всего где-то месяц дать машине, чтобы хорошо затвердела краска, лак. Иначе мойкой высокого давления можно сделать волны. Ну вот, несмотря на то, что я рассказал о том, что хотелось бы руль иметь поближе, то все равно руки здесь находятся достаточно удобно. Как бы я привык. Если сразу взять машину со сброшенными настройками, то при движении будет по умолчанию будет стоять включенное удержание в полосе. И после 60 километров вы почувствуете, что машина пытается подруливать в полосе и держать вас в полосе. Кроме этого, в центре экрана отображается автомобильчик с полосами, то есть интуитивно понятно. Просто когда я первый раз сел в автомобиль, я об этом не знал, и мне было как-то непривычно, что автомобиль подруливает, и сразу такое ощущение и вопрос, а это всегда будет или же можно это отключить. Потом уже в настройках я отключил, и когда уже нужно мне включить круиз-контроль на трассе, я делаю это переключением рычажка в настройках. Хотя знаю, что некоторые люди ездят по городу с включенным удержанием в полосе. Он, кстати, не активен до 60 км в час, и уже после 60 начинает вам помогать. У руля есть 3 настройки. Во-первых, их можно поменять, зайдя в меню, глубоко в меню, а быстро, это нажав на вот такую вот палочку. Вот здесь 3 режима. Значит, легкий, комфортный и спортивный. Имеется в виду, что в легком легче крутить руль. В комфортном чуть сильнее, чуть тяжелее вам будет. И уже в спортивном ощутимо тяжелее. Даже интуитивно понятно, почему режим спорт должен иметь более тугой ход. Вот. Из этих 3 режимов в езде по городу, да и по трассе, я всегда выбираю легкий. Кроме этого, режимы включаются автоматически при выборе некоторых режимов вождения. Например, вы переключились в спорт, и у вас автоматически будет спорт. Вы переключились в стандарт, у вас здесь комфорт. Вы переключились в эко, и здесь руль становится легкий. Нет смысла запоминать все эти режимы, в каком случае какой. Всегда можно даже в спортивном режиме, к примеру, смотрите, зайти и самому назначить режим легкий. То есть будет спортивная коробка, спортивный двигатель, но легкий руль. Это даже можно назвать вступлением к тому, что я хотел раскрыть как основную тему. Учитывая то, что мы с автомобилем взаимодействуем посредством руля больше всего, то, конечно, так как себя ведет руль, как сделаны настройки, это создает впечатление о всем автомобиле в целом. Наверняка я могу сказать точно, по примеру разных других автомобилей, садишься где-то, берешь в аренду или на какой-то другой автомобиль пересел, и вот интуитивно понятно, этот автомобиль лучше или нет. Но как-то чувствуешь по рулежке. Например, у Renault Duster будет свои ощущения, которые они не такие вкусные, как ощущения от руля здесь. И такие ощущения от руля, они примерно у Volvo. Возможно, не спортивный BMW, конечно же, но точно находятся в промежутке, в премиальном сегменте. И взяв руль в руки, ты понимаешь, может быть интуитивно, что ты сидишь в хорошем автомобиле.
Это такие вещи, которые нужно самому почувствовать, как-то их сложно объяснить словами. Это не относится, наверное, к каким-то конкретным параметрам этого руля, да, это больше в целом настройки. Когда забрал автомобиль, то, двигаясь по трассе, конечно, понимаешь, что ты поставил машину, она едет ровно, четко и никуда не виляет. Ее не нужно ловить по трассе, она не рыскает, не ищет полосы. Вот поставил и все, она ровно едет. Хотя автомобиль на самом деле никогда ровно не едет, он всегда едет дугами, потому что есть рельеф дороги, есть настройки ходовой и развала схождения не всегда идеальные. Поэтому не бывает идеально ровных и прямых линий движения автомобиля. Всегда есть уклон у дороги. И вот для того, чтобы вести автомобиль прямо, у нас есть легкий диапазон, несколько градусов, может быть даже минут. Это, наверное, скорее всего так называемая точка нуля. Вот я сейчас пытаюсь легкими движениями делать повороты. Как бы колеса поворачивают, но сильного смещения вправо или влево автомобиля не происходит. И как раз об этой вещи я и вам хотел рассказать очень подробно, потому что они настолько сильно влияют на ощущение вождения, не только этой машины, но и в целом, что я прям очень почувствовал ощутимую разницу. Объясняю, когда едешь и держишь автомобиль, вот эти вот ощущения руля в строго горизонтальной плоскости ты ощущаешь интуитивно как абсолютно нормальное. То есть якорь, компас не сбит, да, скажем так. И если дорога имеет уклон, либо какие-нибудь ямы, то в легком диапазоне вот таких поворотов мы можем удерживать машину в строго заданном направлении. Ну что произошло у меня после 2 месяцев? Я при движении по трассе попал в яму. Значит, это была яма участок после ремонта. Следующий участок уже был снят слой асфальта. Еще находился в стадии ремонта. И именно там были большие неприятные ямы. Как-то не заметил. 2 или 3 раза достаточно сильно ударился колесом. Учитывая то, что у нас колеса большие, я проехал эти ямы, скажем так, гладко, и эти удары не были по ощущениям критичными. Но, тем не менее, они сделали свое дело, и уже после того, как я возвращался назад, я заметил, что руль у меня вот так вот в сторону смотрит. То есть был сбит, развал схождения, как мы это называем. Ну, в таких случаях могут еще повреждения ходовой быть. Значит, я поехал на сервис, проверили ходовую, все было в порядке. Ходовая у нас, кстати, достаточно, скажем так, мощная. Уже не первый мастер, который смотрел эту машину, говорит, что с ходовой все в порядке. По сравнению с предыдущим поколением ходовая принципиально другая, она изменилась. Это уже не копия Honda CR-V. Вот, но так или иначе руль стоял слегка в эту сторону. Ездить с таким искривленным положением руля неинтересно. Я поехал на сервис, провели диагностику ходовой и выставили нужное положение развала схождения колес. У передних колес есть 3 параметра. Развал, показываю, схождение и кастер. Кастер — это такой вот наклон, как у велосипедной вилки или у мопедной. То есть не под 90 градусов находится как бы стойка, а под углом острым, для того, чтобы дать больше устойчивости. Ну, представьте, если бы у вас на велосипеде была вилка ровно под углом 90 градусов, то колесо бы вот так вот виляло постоянно, оно бы не было никогда устойчивым. И вот именно этот кастер, он дает то, что когда отпускаешь руль, машина движется прямо. 3 параметра, 2 из которых
выставляются на заводе, и они не регулируются. У нас в нашем автомобиле, по крайней мере в моем случае, регулируется только схождение передних колес. Задние колеса регулируются развал и схождение. Когда подняли на стенде, выяснили, что некоторые параметры сбиты, и вернули их в нужное значение, в нулевое. Это время поездил. Если честно, я не помню, насколько руль был ровно, или же все-таки он остался слегка искривленным. Но спустя где-то 4-5 месяцев я заметил, что у меня руль снова смотрит вправо, да, получается. То есть почему он снова стал смотреть вправо, сложно сказать. Может быть, был ряд поездок по плохим дорогам, по очень плохим дорогам, и там я где-то сместил значение. Может быть, до этого не совсем хорошо закрутили гайки, да. Ну, так или иначе, я обратился и говорю: ребята, сделайте мне, пожалуйста, руль ровно. Ну, они якобы сделали развал, схождение. И я забрал машину, она осталась точно с таким же рулем. Я приехал, еще раз попросил, говорю: переделайте, пожалуйста. Мне очень важно иметь руль, который смотрит прямо, а не в сторону. Сделали 3-й раз, и руль стал точно так же, только вывернут в левую сторону. Кроме того, что потерялся здесь горизонт, если выставить руль ровно, то машина уходила в другую полосу, через 100 метров буквально. Это очень плохо отражалось на ощущении вождения на трассе. Я проехал 3000 километров за 3 дня, и правда, я с этой штукой намучился. Постоянно приходилось ловить машину в полосе, постоянно нужно было подруливать, но она тупо прямо не ехала, она пыталась все время куда-то вправо или влево выехать, в зависимости от уклона дороги. Правда, было расстройство по этому поводу и было неудовлетворение от вождения. Поэтому я решил этот вопрос рассмотреть более глубоко, и если кто-то столкнется, вы уже, по крайней мере, будете отталкиваться и знать больше. Но я стал узнавать информацию, читать о том, что может быть причиной, и так далее и тому прочее. Ну, все свелось к тому, что нужно было снова переделывать развал схождения, так называемый, как мы его называем. Нашел сервис, который позиционирует себя как лучший, с лучшими специалистами. Приехал к ним. Стоит отдать должное. Я очень подробно объяснил сначала на приемке, потом еще мастеру, который делал. Очень подробно объяснил суть моего обращения с просьбой все-таки устранить именно кривизну руля. Это, как оказалось, это один из самых последних современных стендов в городе. Меня очень внимательно выслушали, пригласили меня в момент регулировки. Я выставил руль, как я хочу. В общем, максимально вникли в процесс, объяснили мне потом абсолютно все нюансы, которые существуют по геометрии с этой машиной. И, как выяснилось по всем углам установки, вопрос был именно в задних колесах. После того, как задние колеса вернули в допустимое значение, я получил машину, и вот она едет ровно. Руль ровно, никто никуда не виляет, ощущение прекрасное, водитель доволен. Кроме этого, показания давления в шинах, ровные диски, все это тоже ранее мной было проверено. И уже не скажешь, что уклон дороги влияет на положение руля. Ничего подобного. Здесь есть уклон, и вот руль стоит ровно, она едет.
В прошлые разы, когда регулировали, тоже выставляли значения близкие к нулю, но почему-то при этом руль был кривой. Я знаю, что в этом вопросе очень важно и мастерство специалистов, и оборудование. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что этот вопрос решить можно и где он решается. Если вдруг возникнет ситуация, может быть, после замены резины на летнюю, может еще что-то, я думаю, раз-два в год можно поехать и сделать эту процедуру. Ну, ты получишь идеально ровный руль. То есть в нашем случае за направление руля отвечают задние колеса. Потому что подвеска независимая. Конечно же, если у другого автомобиля балка сзади, то нужно подходить к вопросу по-другому. Удобным положением являются две руки, 10 часов, 2 часа, да, как мы иногда называем. Если дорога ровная, можно держать руль одной рукой, вторую положить сюда, либо наоборот. Очень комфортно, удобно. Иногда можно руки поместить вниз. Если вы едете на круиз-контроле, то руки внизу он не всегда понимает, как руки на руле, и может просить вернуть руки назад. Либо же машина будет тормозить. Вот если вот так вот держать, то он будет это воспринимать, как рук на руле нету. Вот приходится брать за эти части. Во время движения по трассе очень легко ее удерживать. Не нужно ловить. Всегда она находится уже не по центру. И вот лишь в случае, когда ты делаешь 90-градусный поворот, нужно приложить усилия. Если совершать такой поворот, разворот на скорости, не сильно низкой, не 5-10 км в час, то руль будет повернуть легче. Если совершать этот маневр на скорости небольшой, 5-10 км в час, руль будет крутиться сложнее. В целом машина является кроссовером, не стоит ждать от нее какой-то точности, как у спортивного BMW низкого. Однажды при движении по трассе мне нужно было сделать резкий поворот, достаточно резкий поворот под углом практически 90 градусов, и скорость движения была тоже порядка 80-90 км в час. Так сложились дорожные обстоятельства. Я сделал маневр, машина прекрасно вписалась в поворот, не было никаких завалов, проскальзываний, винтилась как нужно. В этом случае важно, чтобы пассажиры были пристегнуты, то могут разлететься в разные стороны. Но поймите, в этом сегодняшнем обзоре не будет лосиных тестов, уворачиванием спортивных выкрутасов, потому что, во-первых, я не пилот должного уровня, во-вторых, это нужно делать на специальном полигоне. Все делается, вот заезжаю там, где ямы. Управляемость, общее ощущение, как мы рулим, если попали на очень плохую дорогу. Так интересно, наверное, должно быть. В таком режиме я что хотел бы подчеркнуть. Вот эти вот вещи, насколько они легко даются. Потому что именно от этого ощущения формируется в целом премиальность. Как машина кренится, как ты руль, сколько тебе нужно усилий потратить. Вот сейчас это прикольное усилие. Тут оно не легкое, такое упругое, но в то же время не тяжелое, как было бы на спорте. Если перевести в спорт, будет, конечно, пожестче. То есть вот ты едешь и легко все объезжаешь, подруливаешь в нужное направление машину. Возможно, на камеру сейчас не видно ямы. Такая дорога. Черти шо, как говорится у нас. Как будто бы игрушкой управляешь, а не большим автомобилем. Тут вообще бомбежка была.
Хорошо, что я сейчас могу такие вещи проезжать. На прошлом автомобиле было бы гораздо сложнее. Вот. И самое главное, рейка отсутствует как таковая, как у гидроусилителя. Нечему стучать, потому что раньше постоянно испытывал проблемы с тем, что рулевая рейка постукивала на других машинах, как ты ее не регулируй, не меняй, все равно она будет стучать. И на вот этих вот неровностях всегда посторонние звуки, стук. Эти проблемы и у Hyundai, и у Honda постоянно, и у BMW случались. Это тоже, кстати, относится к рулю в целом, поэтому нужно было упомянуть. И вот подбираемся к тому моменту, который я оставил на самый конец. Это поворот под углом 90 градусов, где хотелось бы чуть легкого поворота руля, более легкого руля вот здесь, вот таких вот, например, поворотах. Также очень важно заметить, что на легкость управления, на легкость поворота руля будет влиять давление в шинах. Чем больше давления в шинах, тем легче будет поворачивать руль. Если давление опускаете, тем сложнее. 2,4 является оптимальным в нашем случае, но у меня сейчас почти 2,6. Это из-за того, что температура окружающей среды повышается и воздух в шинах расширяется, и каждый раз нужно подспускать. И вот так вот, судя из рассказа, все выходит у этой машины красиво, легко, премиально. И это действительно так. Во всех режимах управляется легко. Есть только один, который я заметил у других некоторых машин получше в целом. Я не скажу, что у них рулежка в целом лучше. Сейчас перейду в спортивный и попробую на примере отличия легкого руля и спортивного, когда нужно делать много поворотов. Ну да, руль ощутимо стал, налился такой тяжестью слегка, но при этом пока еще я не чувствую, что мне тяжело или как-то неестественно его крутить. И в таком положении, в спортивном, он как бы сам охотнее возвращается в ноль. Это заметно. Вот я его слегка поворачиваю, и он охотнее реагирует. Можно сказать, что руль стал резче. Так, возвращаюсь в легкий. И некоторые машины, которые я тестировал, в частности Toyota RAV4, повороты 90 градусов в диапазоне именно вот когда ты сейчас повернул руль и вот так вот его держишь, вот этот вот маленький такой отрезочек, участочек, он у RAV такой более легкий, ты рулем прикладываешь меньше усилий. Сейчас будет поворот 90 градусов, и вот именно вот в этот момент, какие-то доли секунды, у RAV, я бы сказал, поприятнее рулежка. Вот, это только единственное, к чему я очень сильно, очень-очень сильно могу придраться, что в поворотах под прямым углом есть короткий диапазон, где хотелось бы, чтобы руль поворачивался чуть легче. Конечно, на словах, может быть, это не так легко объяснить, нужно сесть самому попробовать и на той машине, но это единственная вообще максимально возможная придирка, которая лично у меня может быть к рулежке. Вот такой вот интересный, подробный, глубокий обзор темы руля на сегодня. Я с вами прощаюсь. Рекомендую подписываться, чтобы